Всем привет! Добро пожаловать обратно в дневник дизайнера. У нас сегодня юбилейная 10-я серия, с чем я себя и вас, в общем, всех поздравляю. Мы прошли большой путь, у нас осталось уже чуть-чуть, то есть мы уже прошли экватор профессиональный, потому что наша Ханна уже пересекла, она, по-моему, на 7-м уровне, в общем, у нас осталось совсем чуть-чуть, и это безумно интересно, что же будет в конце, какие там подарки, задания, еще что-то. Может быть, все-таки ждет нас какой-нибудь эксклюзивчик. В общем, мы уже потираем ручки и ждем. Вот, сегодня нам предстоит еще 2 ремонта, и, кстати, возможно, нас сегодня повысят. Я, конечно, ничего не знаю наверняка, но у меня есть такое подозрение. А еще смотрите, я переодела нашу Ханну, и она вот такая теперь деловая женщина. А, Ей дали, кстати, вот этот костюмчик, как дизайнеру, получается, на каком-то уровне открылось. Штанишки, по-моему, были, но я что то их никогда не одевала ни на кого. Но мне они так понравились, и с этими ботиночками она прям очень стильная женщина получилась, прям такой профессионал. Вот. У нас предстоит, дополнительная комната игровая, но я тут посмотрела, куда мы приехали, и та-дам! Это кафешка, это не жилой дом. Я немножко не поняла. Мы, кстати, в Бричестере, неожиданно. Ам, и это реально, ну, вот, наверное, какой-то там типа бар для клуба какого-нибудь. Вот. Но это не жилой дом. Куда мы будем добавлять? Что мы будем добавлять? Какую-то игровую, какую игровую, что и где и как? Пока вообще непонятно. Никто не пришел, как видите, вообще никого нет. Вообще, то есть никого. Вот. Сейчас мы тут посмотрим. Да, мы на 7-м уровне. Дизайнер интерьеров. Просто дизайнер интерьеров. Деловых интерьеров. Мы потом будем должность после повышения дизайнер деловых интерьеров. У нас должно быть 4. Вот клиент у нас есть. И дополнительная комната игровая. Вот. Так что прям интересно. Если опять сейчас будет баг, я, конечно, очень сильно расстроюсь. Возможно, кстати, наверное, опять ограничит первый этаж. Кстати, такое сочетание интересное. Я его никогда не использовала. Вот этот рыжий, синий. Что-то как-то меня прям заинтересовало это дело. Видите, здесь просто бар, сиденье, столики, туалет, и все. На 2-м этаже этот столик стоит, и все. Он очень пустой, на самом деле, этот бар. Ну что ж, давайте отжимать с паузы и ждать. Может, заказчик придет. Она нюхает воздух. Нет, нельзя ничего смотреть, просто стой и жди. Нет. Музычка играет, и там, наверное, внутри она играет. Но никого реально нет. И что делать? Она прям хочет срочно. Как найти клиента? Может, как-то ему позвонить? Элд... Элдерберри. Может, мы его знаем? Итак, я нашла тут 2 товарищей Элдерберри. Вот они, 2. И чё с ними? Отправить сообщение, поболтать. А, ну, поболтай с ними. Вообще должны быть здесь, между прочим. Я ж так не узнаю у вас ничего. Музыка орёт. Я же от вас так ничего не узнаю. Идите сюда, пожалуйста. Ну, просто если не будет клиента, я не смогу как бы ничего сделать, по сути. Ладно, давайте попробуем. В любом случае нам либо, отказываться от этого всего, ну, как бы выкидывать в мусорку, отказываться от проекта, либо провалить этот проект. Что-то одно из двух. Ну, как бы и то нам ничего хорошего не сделает. Возможно, пошатнется немножко наша репутация, но я надеюсь, не радикально, конечно. Но этого повышения у нас точно не будет, в общем. Давайте отфоткаем 1-й этаж, потому что, скорее всего, будет 1-й этаж. В большинстве случаев это так и есть. То есть нам нужно сейчас какую-то комнатку в этом же стиле, не знаю. А что в игровом нужно? Может, там какой-то стол поставить? Я не знаю. Честно, сейчас буду что-то мудрить, но, блин, я не люблю такие ситуации, когда вот ты чувствуешь себя как идиот. Ты пришел на заказ, но никого нету почему-то. Вот никого нету. И что делать непонятно, вообще непонятно. Ой, где вы, товарищи? Где-то тут была пожилая пара, вот он. Ну, вот
И мы даже не можем его позвать сюда, получается. Мы бы их вызвали, но не получается. Ну, то есть вот я на них нажимаю, открыть профиль персонажа, отправить сообщение, отправить счастливое сообщение, шикарно. Клиент, сосед. Да, у нас вот отношения. Но позвать я тебя сюда не могу, потому что я не знаю почему. Вот Элеонора у нас есть, мы тоже не можем ее позвать. Ой, кошмар какой-то. Ладно, выходи из помещения. Сейчас что-то сделаю, вдруг нам повезет и как-то сложится, короче. Итак, прежде чем мы вернемся в режим жизни, хочу заметить, что с этим заказом явно что-то не так. То есть у нас здесь задание дополнительная комната игровая. Ограничение: нельзя добавлять новое место на этаже. Ну вот, что это такое? Как это вообще? Ладно, давайте вернемся на место, сделаем фотки после и как-то будем, не знаю, танцы с бубнами устраивать, шаманить и вызывать клиентов. Я не знаю, честно. И как видите, в принципе, у нас шикарная игровая. У нас тут целый вот эта хрень, короче, какая-то громкая очень оказалась она, игровая. И настольный футбол. Ну, как бы и все, что у нас есть. Так, ну что ж, давайте пробуем. Мы должны через... Нету, мы не можем ничего сделать, видите? Здесь должно быть вызвать этих клиентов. Вот мы все сделали. Мы все сделали. Воспользуйтесь телефоном или панелью отношений, чтобы позвать клиентов обратно на участок. Но мы так и не смогли их позвать. Нету. Где этот товарищ второй? Супруг. Ее вот он. Нет, мы не можем. Мы ничего не можем сделать. Вот реально, мы ничего не можем сделать. Короче, отменяю заказ, потому что, ну, я могу сделать только фотки до-после, и я не могу вызвать никаких клиентов, ничего я не могу сделать. Ой, хуже эти баги. Как они, честно, раздражают. Ты хочешь честно работать, хорошо, а ты готов, и тебе так мордой в стол. Да, профессиональная репутация у нас. Клиент в шоке, расстроен. Останься на участке, пожалуйста. Я тоже расстроена. У нас должно быть повышение было быть. Давайте возьмем какой-нибудь хороший большой проект, чтобы как-то перекрыть это дело. Опять эти соседи по дому 450. Рекомендации ремонт комнаты. Легенды караоке. О, давайте к легендам караоке съездим. А то я же обещала, что я за все время, что я буду работать дизайнером интерьеров, я должна полностью поменять всю их квартиру. Тем более, что в деньгах мы теперь вообще не нуждаемся вообще. Потом в конце, я не знаю, наверное, построим какой-то гигантский красивый дом, когда мы достигнем 10 уровня. Так, ну что, давайте тогда уже в следующий день переносимся в следующий заказ к легендам караоке. Ой. Итак, новый день, новый заказ. У нас уже вот они, клиенты. В этот раз клиенты точно будут. Я их прекрасно знаю. Мы им построили уже, ну, точнее, отремонтировали кухню и гостиную. Вот. Я надеюсь, нас сегодня пустят на второй этаж, потому что, ну, либо мы опять будем переделывать гостиную или кухню, но все-таки я планирую спальню переделать, одну из. Там, по-моему, у них на втором этаже 2 спальни и 2 ванные комнаты. Вот. Ханна без этого, без кусочка окна. Потому что стоит что-то, сама себе улыбается. Ой, я вас потеряла, себя потеряла. В общем, она уже счастливая и довольная. Давайте уже быстрее приступать к ремонту. Я надеюсь, у нас в этот раз все хорошо будет. Потому что в прошлый раз это, конечно, мне нет слов немножко. Тоже получается третий такой ремонт, который идет, мягко говоря, не по плану.
Тык-тык-тык. Давайте, открывайте мне. О, открыли. Так, кстати, вот знакомые. Они переоделись. Знакомый подросток, который никак не могу определить пол. Вот барышня. Она была, кстати, в кепочке. У нас холодно на улице. Я, кстати, не стала переодеваться в тот прикольный костюмчик, который я в прошлый раз была Ханна, потому что, мне кажется, он несчастливый, короче. Он мне теперь будет ассоциироваться с ним, с чем-то не очень хорошим. Так, что я хотела? Я хотела вам сказать, что вот, видите, у нас сделана гостиная такая вот симпатичная, как мне кажется. Сделана кухня. Вот кухня мне очень нравится. Если бы я еще декора немножко докупила, то вообще было бы шикарно. И вот у них, получается, видите, здесь 2 ванны, точнее, 2 спальни. 2 спальни и 2 ванны. Вот. Кстати, ванны у них такие большие, неожиданно. Вот. И коридорчик получается. Я надеюсь, говорю, что нас пустят, и я переделаю, например, вот эту спальню, наверное. Потому что что-то большую, но она не сильно больше, в общем, пока неохота. Я, если честно, так немножко не то что дезориентирована, но расстроена этим прошлым ремонтом, что опять мы наткнулись на это все. К счастью, с ними это мне уже знакомиться не надо. Вот. Можно уже с ними сразу общаться и узнавать. По-моему, у нас, кстати, не очень много этих, как его, чего. Нет, 4 предпочтения. Ну, отлично. Я надеюсь, что сейчас все быстренько, мы сейчас поговорим. Эта штука работает. Я тут дискотечку устроила, они же легенды караоке. У них и легендарные танцы. Чё ты ругаешься? Чё-то они все ругаются, что вот это я балда. Я серьезно, я им перегородила путь, они не могут подняться. Ну, сейчас проверят. Я жестокий человек, оказывается. Я преградила им путь на 2-й этаж. Представляете? Эх. А еще я не помню, сколько здесь живет. Наверное, все-таки 3. Мне казалось, что это 4. Ну, наверное, 3 все-таки. Вот. Типа, это папа и 2 подростка. Так. Блошиный рынок. Это прикольно. Так, что у нас вообще? Опять оранжевый, синий и забавы. Пакости, точнее. Блин. Ну, как видите, у них вот эта комната сделана по тому же канону, то есть синий, оранжевый. Что, опять, что ли? Мне кажется, наш клиент немножко чем-то возмущен. Мне кажется, все-таки это барышня. И она немного негодует. Посмотрите на этот взгляд. В итоге ничего не поменялось. Так и остался оранжевый цвет, синий и пакости. И появилось только еще нравится строгий стиль. Ну, короче, такое себе. Что-то я уже скептически настроена против этого всего. Ну-ка, а еще попробуй подняться по лестнице. Я действительно заблокировала бедным людям этот подъем на 2-й этаж. Ну-ка, проверим. Отменяем поболтать. Поболтушки отменяем. Да, она не может зайти туда. Вот это я, конечно, даю. В свечке сидит. Да, наверное, не стоило было ставить ее туда. В общем, прощаемся с клиентом. И сейчас будет момент истины по поводу того, что... Да, она не может зайти, серьезно. Вот это я, конечно... Я действительно жестокий человек, оказывается. В общем, сейчас мы узнаем, можем ли мы 2-й этаж ремонтировать или нет. Мы даже подняться на него, по сути, не можем и сфоткать нормально, потому что нам нужно сначала сделать фотки до, а потом в режим строительства. Ну, мы можем туда-сюда прыгать пару раз. Ладно, сейчас разберусь уже. Я думаю, вы увидите режим строительства, того этажа, который нам дадут, собственно говоря.
Итак, я закончила ремонт, но он мне совершенно не нравится, как обычно. В общем, здесь, сыграла свою судьбу отсутствие денег, то, что сумма была крошечная. И вот это сочетание цветов синий и оранжевый, он меня немножко добивает. Он очень редко где сочетается хорошо, плюс нужно было что-то классического стиля. В итоге вот получился немножко, ну, короче, не очень мне нравится все это дело. Шутки и забавы или пакости у нас вот в компьютере как бы реализуются. Но это программа так сказала. Ну, в смысле, сам Sims мне так сказал. Комодик из классического стиля, и кроватка, которая сочетает в себе синий и оранжевый. Это единственное, что объединяет вообще всю эту комнату. И классическая картинка, кстати. В общем, я, типа выполнила все предписания, все указания. Я учла все вот эти вот вкусы. Вот. Я думаю, что им не понравится. Ну, по крайней мере, мне не нравится. Но, возможно, им понравится. Так что загадываем желание, повысят нас, не повысят, понравится, не понравится. Так что давайте звонить товарищам нашим. Сделаем полноценную презентацию. Это у нас такая сегодня куцая серия. Причем 10-я серия, и вот такая вот, ну вот не очень все это, конечно, получилось. Не знаю, мне все это жутко. Ну, я же говорю, я часто повторяюсь, когда меня что-то раздражает. Это неправильно. Вот. Кстати, я подвинула, да, полочку, потому что она мешала зайти. Но хорошо, что я к ним вернулась, что я исправила свои косяки. Как бы это тоже хорошо. Так, давай им звонить, да, с анонсом, пожалуйста. Все официально, пожалуйста, красиво. Чё у вас только двое? Вот трое. Всё-таки их трое, их не больше. А то я уже забыла, как симсы идут, закрыв глазки. Чё-то последнее время у нас не получается никак это дело. Она грустная. У нее, кстати, собака сбежала. Вот почему она грустная, кстати. Я думаю, что когда мы вернемся домой, собака как раз тоже вернется. Придется ее еще мыть в ванной, потому что они вечно грязные какие-то. Ну и что ты нажулькой тут машешь? И чё? Ну они не закрыли глазки, серьезно. Ну что это такое? Это какая-то несправедливость. Они в последнее время так не делают. Почему они вначале так делали, а сейчас перестали так делать? Что это такое? Что за несправедливость? Я хочу нормальную презентацию, красивую, официальную, чтобы глазки закрыли, чтобы они вот это ходили там, все в этот, высказывали свое мнение в виде сердечек или дизлайков. Они так и стоят там. Вот серьезно. Я вам там презентую, а вы тут стоите. О, пошел. Первый пошел. Я уже все отодвинула, не переживайте, не переживайте. Сейчас они поднимутся, я надеюсь. Потому что нам еще нужно пообщаться с этими товарищами для того, чтобы услышать их вердикт. О, они заметили столик. Это хорошо. Так, они стояли и такие, все, мы готовы.
резко все, они тут ничего им не понравилось, в смысле того, что они не выразили никакого мнения, только вот эта розоволосая барышня сказала, что стул — это фу-фу-фу, прям ужасно. Меня это немножко напрягает. Ладно, давайте смотреть. Но они, говорю, мы просто сидели, разговаривали, и потом такие типа: "А, все, чё она плачет? Она в восторге или что?" Да, похоже, она в восторге. Но стул ей не понравился. Ну, стул мы можем поменять как бы без проблем. Они что-то в таком восторге все непонятно. Они уже все плачут, что-то ручки пережимают. Этот вообще пошел на балкончик проветриться. Чё это стоит, плачет там в уголке? Что это такое вообще? Так, ты уже узнала у нее, все, ты уже дождалась. Давай иди к нему. Да, она опять грустная у нас. Так, и он что? Нет, ему не понравилось, серьезно. Печалька, печалька. Надеюсь, это и понравилось. Ну, короче, не очень ремонт, я его прекрасно понимаю. Ему, кстати, спать в этой комнате, насколько я поняла. Ну, как бы посочувствуем мужику. Ему не понравилось, но ему придется в этом жить. Давай уже узнавай последнее. Что они начали проходить через предметы так регулярно? И чего? Она сделала круг почета и ушла. А узнать? Конечный результат. Они все ходят, они наконец-то ходят, рассматривают ремонт. Они уже приняли окончательное решение, но в итоге только куда-то мусор пошла выбрасывать. Ты скажешь нам окончательный вердикт или нет? Или мы тут поселимся, а? Что это такое? Что за 10 серия и такая какая-то не очень, если честно. У нас были и получше. А тут прям как-то опять хочется прийти домой или лечь в ванную, расслабиться после такого. Но он уже спать хочет. Она чё-то рано так подрывается, я не могу понять, из-за чего. Что у нее такое за внутренний какой-то странный сбившийся будильник. Ну и чё ты стоишь? Эти кругами ходят, это стоит, никак не идет. Итак, наконец-то мы сейчас услышим последний вердикт, потому что они стояли, они обе застряли, что ли. Ой, ей нравится. Ну, будет что-то среднеарифметическое. Слушайте, нас повысили, нас повысили. Хе-хе-хей. Слушайте, мы теперь дизайнер деловых интерьеров. Так, останься на участке, пожалуйста. Фух, но несмотря на все, что мы сегодня испытали, мы все-таки получили повышение. Еще премию получили, но нам деньги уже не важны. Теперь вы можете писать статьи о дизайне интерьера на компьютере. Вот, теперь она может находить еще более сложные проекты. Ну да, отпуск не нужен нам. Да, мы работаем без отпуска. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что там еще сложнее, куда же еще сложнее. Давайте в самый низ. Что там еще сложнее может быть? Почему здесь интересно? Необходимо достичь 9 уровня карьеры. То есть до этого нет. Ремонт гостиной, ремонт ветеринарной клиники, ремонт, ремонт этажа кухни. А как это? Наша кухня ужасно устарела, теперь мы всегда заказываем еду. Так, а как ремонт этажа? Не очень понимаю. Просто ремонт этажа, ремонт бара. Ну ничего такого. Коктейль бара. Опять 14 тысяч. Но мы теперь знаем, что это не подстава. У нас уже все прошло. Что за техническое помещение? Мы с корешами прокачиваем свои хакерские навыки до самого утра, но мы не хотим будить моих предков. Нам нужна своя комната, и она должна быть бомбической такой, чтобы наш навык программирования тоже стал бомбическим, но вот свет в ней должен быть приглушенным, все остальное тихим. Даже интересно. Давайте. В семье год не хочу. Честно, не хочу к ним. Потому что я не знаю, где там строить эту комнату дополнительную. Дополнительная комната любая. Вот так вот. Давайте любую возьмем. Так, для интереса. Чё, и деньги хорошие должны заплатить. Ой, ну, в общем, как-то так. На хорошей ноте заканчиваю. Видите, тут наша еще. Она опять переоделась в домашнее, так сказать. Что-то она периодически переодевается в этот костюмчик. В общем, мы теперь на 8 уровне дизайнера интерьеров. Мы подбираемся просто к 10 уровню прям впритык.
Мы уже много чего сделали, мы достигли больших вещей, высот. Серия была неудачной, мне не нравится вообще все, что мы сделали. У нас еще и баг был, но ничего. Такая серия, ну какая есть серия, такая есть. Какие были задания, такие были. Я сама их выбирала, сама их пыталась выполнить, сама не справилась, ну ничего. Все, мои хорошие, до следующих видео, до следующих заказов. Подписывайтесь, ставьте лайк и пока-пока.